И снова здравствуйте, с вами Станислав Лебедский и вы на канале о ремонте и отделке. Сегодняшний ролик будет посвящен, как своими руками уложить финишное напольное покрытие. В данном случае будем укладывать ламинат с фаской 33 класса. В общем-то, приятного и полезного вам просмотра. Правильное хранение. Необходимо выдержать ламинат двое суток в помещении, в котором будет производиться его укладка, чтобы ламинат успел акклиматизироваться. Подготовка основания. Пол должен быть ровным, бугры или ямки не должны превышать 2 мм на участке длиной 2 метра. На данном объекте пол мы выравнивали плиточным клеем, так как просадка между маяками составляла около 5 мм. Также, если у вас сыпучая стяжка, ее необходимо хотя бы один раз прогрунтовать. Ну а если вы недавно сделали стяжку пола и не знаете, просохла она или нет, то это можно легко проверить. При этом взять малярный скотч и кусочек клеенки. Хорошенько разравниваем и края проклеиваем малярным скотчем. Ориентировочно оставляем на 12 часов. Затем на следующий день приходим и смотрим. Если клеенка сухая, значит стяжка высохла. Если под клеенкой будут видны капельки воды, значит необходимо еще немного подождать, так как стяжка еще не высохла. Зазор для расширения ламината под дверными наличниками. Для этого возьмем кусочек ламината, который будем укладывать, и подложку. Подставляем там, где будет дверной наличник, и укладываем ламинат. И карандашиком очерчиваем полоску, которую нам нужно прорезать. Прорезать будем немного выше, чем ламинат. Это можно сделать при помощи универсальной пилы. Можно сделать пропил на ширину ламината, так как наличники разные, но если сделать на ширину ламината все, то вы не прогадаете. Но если нет универсальной пилы, можно воспользоваться такой пилкой. Если у вас, конечно, гипсовая штукатурка, она легко пиляется. Пропил необходимо сделать около сантиметра. Но выбить штукатурку можно при помощи, старая есть стамеска, либо перфоратором, как угодно. Главное не повредить стенку, там где не нужно. Это делается для того, чтобы сохранить зазор между ламинатом и стеной. Так как зазор должен составлять около сантиметра, а мы знаем, наличники в основном бывают 6-8 мм, соответственно, после установки дверей наличник не перекрывает эту щель.
После замера ширины комнаты мы получили такой результат. 3 метра 9 сантиметров. Ширина ламината 16 сантиметров. Как тут быть, как правильно выставить ламинат по центру, чтобы с обоих сторон была одинаковая подрезка. Для этого необходимо ширину комнаты разделить на ширину ламината. Тем самым мы получаем 19 целых полосок и 4 сантиметра. Из 16 сантиметров мы убираем эти 4 сантиметра, получается 12. Делим это число пополам и получаем 6 сантиметров. Это и есть то расстояние, на которое необходимо подрезать первый ряд. Собрал я первые 3 ряда, подрезал первый ряд. Вот что мы получаем, где будет установлен наличник. То есть, если посмотреть сверху, практически зазора нет, но на самом деле он есть. Также на пороге надо оставить зазор. И также с этой стороны. Ламинат с фаской необходимо укладывать со смещением на половину ламината, либо на 1/3. Торцевые стыки, если мы делаем ламинат со смещением на 1/3, должны повторяться каждые 2 ряда и идти строго на одной линии. Ламинат собирается слева направо, широким замком с правой стороны. Также, если мы идем от стены, узкий замок остается с этой стороны, широким замком в эту сторону. На ламинате есть разные замковые системы. Есть ламинат, при котором необходимо собирать целую полосу. В данном случае у нас ламинат позволяет с таким замком, позволяет собирать каждую планку по отдельности, что очень удобно и практично. Первые 5-6 рядов нам потребуется линейка либо рулетка. Чтобы было меньше сколов на ламинате, вот их практически нет, я использую мелкую пилку, фигурную. После того, как отрезали ламинат по длине, сперва проверяем его по зазору между стеной и ламинатом, который должен составлять 10 мм, и по заданной отметке, равной 1/3 ламината. Гель для стыков необходимо наносить на вот эти стыки тоненьким слоем. Если у вас немного где-то вылезло, там на ламинате, ну ничего страшного, берется сухая салфетка, аккуратно вытирается и никаких следов, ничего не остается. Чтобы постоянно не мерять рулеткой, сколько вам нужно, для этого необходимо, вот как нужно укладывать ламинатину, берем ее, переворачиваем на другую сторону, вот этим широким замком туда, подставляем к стене, ставим ограничитель по зазору и отмечаем четко по шву уголковым карандашом. Также необходимо проверять, чтобы замки были целые и чистые. Вставляем строго по отметке.
Гель для стыков ламината. Используется для герметизации стыков в области замковых соединений ламинатных панелей любого типа. Экономно расходуется и быстро сохнет. Защищает от проникновения влаги, продлевает срок службы напольного покрытия. Но он не оказывает склеящего действия на панели, при этом предотвращает образование зазоров. Сначала вставляем этот замок, при этом немного приподнимая ламинатину кверху, поджимаем торец максимально близко к другому торцу и слегка покачиваемыми движениями опускаем ламинатину вниз. А затем слегка поджимаем и немного пристучаем. И так дальше. Также, если вы берете ламинат с разных пачек, в данном случае я беру с каждой пачкой по отдельности, у меня 4 штучки разложено, но при этом тоже необходимо смотреть, чтобы не совпадала структура рисунка где-нибудь напротив. Лучше, если что, ее сместить в другую сторону. Укладка ламината – очень интересное занятие. Раскатываем второй ряд подложки. А для удобства стык можно проклеить обычным скотчем. Это то, о чем я говорил изначально. Сначала мы вымеряем все рулеткой, а затем выставляем метку относительно предыдущих стыков ламината. Самое сложное – это укладка первых рядов ламината. Затем пойдет все как по маслу, один за другим. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментарии, либо в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Правильно уложенный ламинат будет служить вам долгие-долгие годы. Класс! Я справился с этим заданием. Теперь нужно обрезать пленку по всему периметру. Ну и конечно же бонус для тех, кто досмотрел ролик до конца. Спасибо вам огромное! Делитесь этим видеороликом с друзьями, с родственниками, а также с любителями самостроя. Надеюсь, ролик был полезный и интересный для вас. Также не забывайте нажимать на колокольчик. До скорых встреч!